Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую красивую двойную шапочку для девочки. Объем головы 51 сантиметр. Шапочка у нас с помпончиком на макушке и маленькие помпончики на ушках. Начинаем мы вязание с ушек. Затем провязываем укороченные ряды. Для того, чтобы глазки у нас с шапочкой не закрывались, вяжем сначала верхнюю шапочку, затем подкладку, внутреннюю шапочку. Нам понадобится две мерки: окружность головы и глубина шапки. Окружность головы у меня 51 сантиметр, глубина шапки 34, то есть высота шапочки должна быть 17 сантиметров. Вязать будем из пряжи Gazelle XL Baby Wool на 50 грамм 100 метров в составе акрил, кашемир и мериносовая шерсть. Как альтернативу можно взять меринос, самые распространенные BBB Full и Lana Gata Maxi Soft. Плотность считаем по подкладке, по внутренней шапочке. Ее я буду вязать на спицах 3,5. В 1 сантиметре у меня 1,86 петли. Объем головы 51 сантиметр. Я вычитаю 10% на растяжение, остается 46 сантиметров. 46 я умножаю на нашу плотность и округляю. У меня получается 86 петель. Это общее количество, которое должно быть набрано на внутреннюю шапочку. На внешнюю тоже 86 петель, но их я буду провязывать на спицах номер 4. Распределяю наши петельки. 23 петли у меня будет на одно ушко, 23 на второе. Вычитаю из наших 86 петель. Остается 40 петель, которые нам надо распределить на лицевую часть шапочки и на затылок. Схематично нарисую наши ушки по 23 петли. 10 петель оставляю на затылок, 30 петель на лицевую часть шапочки. Начинаем вязание с ушка. Обычным способом на спице номер 4 я набираю 3 петельки, подвожу вторую спицу, набираю еще 3 петли. Будем вязать по кругу. Беру третью спицу, провязываю одну петлю с первой спицы, делаю накид на себя, далее 1 лицевая, накид от себя, 1 лицевая. На второй спице то же самое. Одну петлю провязываю лицевой за переднюю стенку, накид на себя, 1 лицевая, накид от себя, 1 лицевая. В этом круговом ряду мы прибавили 4 петли. Следующий ряд у нас без прибавок. Провязываю 1 петельку лицевой за переднюю стенку. Наш накид провязываю за переднюю стенку скрещенной петлей. Получилась петля с наклоном вправо. Далее у меня обычная лицевая. И наш накид провязываю за заднюю стенку скрещенной петлей. Получилась петля с наклоном влево. На второй спице то же самое. 1 лицевая, накид за переднюю стенку провязываем скрещенной петлей, 1 лицевая, накид за заднюю стенку провязываем скрещенной петлей, 1 лицевая. В следующем ряду у нас снова прибавочки. Прибавки у нас после первой петли. 1 лицевая, накид на себя сначала, далее 3 лицевых, накид от себя, 1 лицевая, на второй спице то же самое. 1 лицевая, накид на себя, 3 лицевые, накид от себя, 1 лицевая. Следующий ряд у нас снова без прибавок. Наши накиды провязываем скрещенными. 1 лицевая, накид за переднюю стенку, 3 лицевые, накид за заднюю стенку, 1 лицевая. Здесь все то же самое. 1 лицевая, накид за переднюю стенку, 3 лицевые,
накид за заднюю стенку и 1 лицевая. В следующем ряду у нас снова прибавочки после первой петли. 1 лицевая, накид на себя, 5 лицевых, накид от себя, 1 лицевая. Таким образом мы будем делать прибавочки через каждый ряд. Ряд с накидами, ряд без. В начале ряда делаем накид на себя, в конце ряда от себя. И так сделаем 10 рядов с прибавочками, пока на спицах у нас не окажется 46 петель. 23 петли на одной спице и 23 петли на второй спице. После того, как мы сделали 10 рядов с прибавками, начинаем вязание по кругу. Вяжем все петельки лицевыми за переднюю стенку без прибавочек. И я свяжу еще 20 рядов. Провязали петли с первой спицы, просто переходим на вторую. Таким же образом вывязываем второе ушко. Длина ушка получается 15 сантиметров. Возьмем обычную булавочку и перенесем петли с одной спицы ушка на булавку. Булавочку закрываем, чтобы петли у нас не убежали. Будем работать только с одной спицей. На втором ушке то же самое. Переносим петельки с одной спицы на булавочку. Петли со второй спицы будем переносить на круговые спицы 40 сантиметров. Все петельки провязываем лицевыми. Перенесли 23 петли с одного ушка. Вспоминаем наши расчеты. 10 петель нам надо набрать на затылочек, 30 петель на лицевую часть шапочки. Начинаем с затылка. Берем крючок. Набираем цепочку из воздушных петель. Нам надо 10 петель на затылочную часть шапочки, наберем чуть больше, 12-13. В конце вытягиваем петельку, отрезаем и затягиваем. Подводим цепочку из воздушных петель к нашему вязанию. Будем набирать петельки из задней перемычки цепочки. Вот она косичка, здесь задняя стеночка. Вводим спицу под перемычку. Вытягиваем петельку, под следующую вытягиваем петлю. Таким образом набираем 10 петель. Набрали 10 петель для затылочной части шапочки, подводим второе ушко. Провязываем 23 петли, переносим их на наше основное вязание, на наши круговые спицы. Следим за тем, чтобы петли у нас не скрещивались. Все петельки здесь лицевыми провязываем. Перенесли второе ушко на наше основное вязание. Теперь наберем петельки для передней части шапочки. Нам надо набрать 30 петель. Таким же образом берем крючок, набираем цепочку из воздушных петель. Набираем чуть больше, 35 петелек. Подводим цепочку нашу к вязанию и также из задних перемычек будем набирать петельки. Вводим спицу в заднюю стеночку, вытягиваем петлю. Первая петля, вторая, третья. Так набираем 30 петель. После того, как набрали 30 петель, соединяем вязание в круг. Подводим к нашему ушку. Сейчас мы будем работать только с внешней шапочкой. Сначала свяжем ее, потом перейдем к подкладке. Сейчас мы провяжем 6 рядов укороченными рядами. Провяжем петли с первого ушка, затылок
И петли со второго ушка. Здесь будем делать разворот, вязать в обратную сторону, здесь снова разворот. Провязываем сейчас 23 петли с одного ушка, 10 петель затылка и 23 петли второго ушка. Я заканчиваю второе ушко. Здесь у меня начинается лицевая часть шапочки. Провязываю 3 петли лицевыми за переднюю стенку и разворачиваюсь. Одну петельку снимаю и перекручиваю ее вот таким образом. Из одной петли у нас получилось 2 стеночки. Так, хоп, перекрутили. Вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Провязываем петельки одного ушка, затылок и второго ушка. Здесь встретимся. Я довязываю второе ушко. Перехожу к лицевой части. Вот она у меня начинается. Провязываю 3 петли и разворачиваюсь. Перекидываю петельку на правую спицу и прокручиваю ее. Вяжу в обратную сторону. Все петельки у меня лицевые здесь пошли за заднюю стенку. Провязываю петли одного ушка, затылка и второго ушка. Я дохожу до лицевой части нашей шапочки. Первая, вторая, и вот она, наша перевернутая петля. Мы ее провязываем, подцепляя вот эти 2 стеночки, которые у нас получились, лицевой за переднюю стенку. Теперь снова 3 петли, разворачиваюсь, переношу петельку на правую спицу и прокручиваю ее. Вяжу в обратную сторону изнаночными. Провяжу петли ушка, затылка и ушка. Я перехожу к лицевой части шапочки. Вот она, моя перевернутая петля. Провязываю ее изнаночной за заднюю стенку. Подцепляю вот эти 2 стеночки, которые у нас получились, провязываю их изнаночной. Далее 3 изнаночные петли и разворачиваюсь. Всего сделаем 3 таких разворота с лицевой, 3 разворота с изнаночной. Перекручиваем петельку, вяжем в обратную сторону. Провязываем петли ушка, затылка и ушка. Я дошла до лицевой части шапочки. Вот наша перевернутая, развернутая петля. Провязываю ее лицевой за переднюю стенку, подцепляя 2 вот эти перемычки. Далее 3 петли лицевыми и разворачиваюсь. Это у меня уже 3-й разворот с лицевой стороны. Петельку снимаем на правую спицу, перекручиваем ее, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Провязываем петли ушка, затылка и ушка. Вяжу петельки лицевой стороны шапочки. Дохожу до нашей развернутой петли, провязываю изнаночной за заднюю стенку. 2 стеночки подцепляю, провязываю изнаночной. Далее 3 изнаночные петли. И это у меня 3-й разворот с изнаночной стороны. Сейчас мы будем вязать по кругу, больше разворотов делать не будем. Снимаем петлю, прокручиваем и вяжем петли ушка, затылка, ушка и петельки лицевой части шапочки до нашей перевернутой петли. Вот я дошла до лицевой части шапки. Ищу нашу развернутую петлю. Вот она. И вот здесь. Здесь провязываю за переднюю стенку, подцепляя 2 перемычки петельки. Далее вяжу лицевыми петлями по кругу, пока не дойду до нашей перевернутой петли, которую мы разворачивали с изнаночной стороны. Вот эту петельку я провязываю за заднюю стенку лицевой петлей. Далее будем вязать просто по кругу. Будем вязать на высоту 17 сантиметров.
Я провязала 17 сантиметров высоту. Это наша глубина шапочки. Наша мерочка 34 сантиметра, деленная на 2. Начинаем закрывать петельки. Провязываем по 2 петли вместе, лицевой за переднюю стенку. 2 петельки вместе, 2 петельки вместе. Так вяжем до конца ряда. Следующий ряд у нас без убавочек. Все петельки провязываем лицевой за переднюю стенку. И в следующем ряду снова делаем убавки. Провязываем по 2 петли вместе. 2 вместе, лицевой за переднюю стенку. Теперь ниточку отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через все наши петельки. Потом уводим нитку наизнанку, закрепляем и прячем кончик. Теперь приступаем к внутренней шапочке, к нашей подкладке. Распускаем цепочку из воздушных петель аккуратненько, распускаем сначала. Так она легко распустится. Освобождаем все петельки и перемещаем их на спицу. На любую дополнительную спицу. Я перемещу их на 2 коротенькие. Аккуратно все петельки, чтобы никакую не потерять. Мы здесь набирали 30 петель, но так как петельки у нас вверх ногами, при переносе у нас должно остаться 29 петель. Здесь останется 9 и на ушках по 23. До ушка и после ушка мы наберем по 2 петли, так как у нас там образуются сейчас небольшие отверстия. То есть всего получается 92 петли, а нам надо 86. Мы уменьшим 3 петельки, провяжем вместе на одном ушке и 3 петельки на втором ушке. Всего получится 86 петель. Подводим рабочую нить к нашему вязанию и провязываем все петельки, которые мы подняли с лицевой части, спицами 3,5. Провяжем 29 петель лицевыми. Переносим петельки на круговые спицы. Петли ушка освобождаем от булавочки и тоже переносим на дополнительную спицу. 23 петли. Перед ушком нам надо набрать 2 петельки. Поднимаем первую петлю и вторую. Если даже какие-то дырочки образуются, мы можем их потом затянуть иголочкой с ниточкой. Далее провязываем 23 петли первого ушка. Распускаем петельки затылка. Также переносим их на дополнительную спицу. Добираем 2 дополнительные петельки после ушка. И провязываем 9 петель затылка. Освобождаем от булавочки второе ушко. Переводим петли на дополнительную спицу. И здесь добираем еще 2 дополнительные петельки. Первая и вторая. Провязываем 23 петли ушка. И после ушка набираем еще 2 дополнительные петли. Провяжем один круговой ряд, делая убавки на наших ушках. Нам надо убавить по 3 петельки на каждом ушке. Сейчас провязываем лицевую часть шапочки. Дошли до нашего ушка. Вот она у нас начинается. Провязываем 1 петлю и теперь каждую 6 и 7 вместе. 6 и 7 вместе, лицевой за переднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 7 вместе, лицевой за переднюю стенку. И еще одна убавочка.
шестую, седьмую вместе и оставшуюся петлю ушко. Далее у нас идут 2 дополнительные набранные петельки, которые мы набирали между ушком и затылком. Далее провязываем 9 петель затылочка и 2 дополнительные петли. Мы дошли до второго ушка, провязываем 1 петлю и затем каждую шестую и седьмую вместе лицевой за переднюю стенку. Делаем 3 убавочки и довязываем ряд до конца. Теперь нам надо провязать поворотными рядами, точно так же, как мы делали на верхней шапочке, по 3 петельки. 3 петли с лицевой стороны провязали, разворачиваемся, петельку снимаем, перекручиваем ее, вяжем в обратную сторону, провязываем петельки ушка, затылка и ушка. Точно так же, как мы делали при вязании верхней части шапочки. Вяжем поворотными рядами, делая 3 разворота с лицевой стороны, 3 разворота с изнаночной стороны. Я развернулась 6 раз, провязываю 3-ю разворотную петлю с лицевой стороны, лицевой за переднюю стенку, подхватывая 2 вот эти стеночки, вяжу дальше лицевую часть шапочки до той петли, которую я разворачивала с изнаночной стороны. Провязываю ее лицевой за заднюю стенку, подцепляя 2 стеночки. Далее будем вязать по кругу на высоту 12 сантиметров. 5 сантиметров мы оставим для закрытия шапочки 4 клиньями. Внутреннюю шапочку будем закрывать по клиньям для более удобной посадки. Сейчас мы просто провязываем все петельки лицевыми по кругу за переднюю стенку на высоту 12 сантиметров. После того, как провязали шапочку на высоту 12 сантиметров, разделим все петельки на 4 клина. Получается первый клин 21 петля, второй клин 22 петли, третий клин 21 петля и четвертый клин 22 петли. Всего 86 петель. Красный маркер – начало ряда. Начинаем делать убавки. После маркера всегда провязываем 1 петлю лицевой. Далее 2 петельки провязываем с наклоном вправо. Провязываем их вместе за переднюю стенку. Вяжем до следующего маркера. Не довязываем 2 петли. Их мы будем провязывать лицевой с наклоном влево. Одну снимаем, вторую провязываем и накидываем на нее петельку. Переснимаем маркер. После маркера всегда 1 лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Вяжем до следующего маркера. Не довязываем 2 петли. Их провязываем вместе с наклоном влево. Одну снимаем, вторую провязываем и накидываем на нее предыдущую. После маркера 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. И такие убавки делаем около каждого маркера. 2 вместе с наклоном влево перед маркером, затем лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. В конце ряда перед красным маркером тоже 2 петельки вместе с наклоном влево. Следующий ряд у нас без убавок. Все петли просто провязываем лицевыми. В следующем ряду у нас снова убавочки. Довязываю простой ряд, перекидываю маркер. Далее 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Вяжем до следующего маркера, не довязывая 2 петли. Их провязываем вместе с наклоном влево. Далее маркер, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. То есть в каждом ряду с убавочками мы убавляем 8 петель. Итак, чередуем ряды. 1 ряд с убавками, 1 ряд без убавок. Вяжем так до тех пор, пока на спицах у нас не останется 10 петель. Я довязываю последний ряд с убавочками. Такие линии между клиньями у нас получаются. Провязываю 1 лицевую, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Переодеваю маркер, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Маркер.
лицевая 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево, маркер, лицевая 2 вместе с наклоном вправо, лицевая и 2 вместе с наклоном влево. После этого ниточку отрезаем, вставляем в иголочку с широким ушком и снимаем все наши петельки на иголку с ниткой. Маркеры убираем. Затягиваем все петельки, закрепляем кончик и уводим его наизнанку. После этого отправляем нашу шапочку стираться. Стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности. Прикрепляем бирочку и помпончик. Помпоны у меня на ленте. Верхний помпончик как раз будет фиксировать наши 2 шапочки с внутренней стороны. Завязываю бантик. Когда шапочку надо будет постирать, помпончик можно легко снять. Такое прекрасное дополнение к нашей шапочке. На ушках у меня тоже маленькие помпоны, тоже на ленте. Закрепляю я их следующим образом. Ввожу иголку с лентой сбоку, вывожу посерединке ушка. И вторую ленту также сбоку ввожу, посерединке вывожу. Завязываю узелок и прячу кончики ленты прямо в наши ушки. Протягиваю вот так иголочкой и здесь прячу в ушко. Вторую ленту точно так же. Если надо будет шапочку постирать, просто подцепляем здесь наш узелочек иголочкой и вытягиваем ленты из ушка. Стираем шапочку и снова надеваем помпончик. Сейчас я прикреплю второй помпон к ушку. И наша шапочка готова. Очень красивая, удобная, теплая. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.